Сейчас как бы нефть около 107, ну немного выше $107 за баррель Brent. Это действительно довольно дорого, отскок был быстрый. Но я должен сказать, что, скорее всего, действительно может так получиться, что рост какое-то время еще будет наблюдаться, но, скорее всего, это все вызвано временными факторами. Я не могу сказать, что я искренне верю, что нефть в этом году, скажем, будет оставаться на уровнях выше $100 за баррель уверенно. С моей точки зрения, очень существенный вклад сейчас вот в текущие, скажем, цены на нефть и в тот рост, который мы наблюдали на протяжении нескольких последних недель, вот после саммита еврозоны, это напряженность вокруг Ирана и вокруг Сирии. Ну и не последнюю роль сыграл вот сейчас вот террористический акт и, собственно, скажем, эскалация конфликта, который, возможно, в Сирии уже близок к кульминации, может так получиться. И, собственно, с моей точки зрения, это основной сейчас как бы фактор, который подталкивает цены на нефть. Есть второй фактор, который тоже неплохо играет и является как бы хорошим фоном для роста. Это ожидание количественного смягчения в США и, соответственно, стимулирующих мер Китая. Эти два фактора очень сильно, скажем, подталкивают все цены на сырье, и не только на сырье, но и на другие рискованные активы. Именно благодаря этому в последние дни практически, да, то есть более-менее заметно подорожал рубль, и это же поддерживает нефтяные котировки. Если участникам суждено будет обмануться, например, в части ожиданий по количественным смягчениям, велика вероятность, конечно, что мы увидим довольно резкую коррекцию, и причем все это может случиться уже, например, в августе. До конца года, или, может быть, даже на ближайшие 12 месяцев, я скорее оптимистка. Я считаю, что, во-первых, достаточно сложно, вот на фоне той макростатистики, которую мы видим по развитым странам, очень сложно предположить, что центральные банки, они сейчас могут перейти к какому-то ужесточению монетарных политик, и, скорее всего, действительно новый раунд финансового ослабления, монетарного ослабления там в той или иной степени, он будет происходить. Значит, с другой стороны, действительно, ситуация на Ближнем Востоке, она продолжает ухудшаться. Это действительно геополитический фактор, который создает повышательное давление на цены на нефть. То есть мое единственное беспокойство, оно связано, наверное, с динамикой спроса на нефть, но на самом деле мы видим, что вот сейчас данные негативные по Великобритании выходят, но как бы экономика Евросоюза, там в Германии еще все-таки есть, так сказать, некоторые ожидания роста. Я считаю, что это, наверное, говорит о том, что скорее факторы такие геополитические и монетарные, финансовые, они будут превалировать с точки зрения определения динамики цен на нефть. Поэтому вот на ближайшее время, я думаю, что скорее они зададут повышательную тенденцию. 2008 год. Средняя цена 94. 2009 61. 2010 78. Это уже, напоминаю, такие дамские параметры. А потом она расширяется. В 2011 110, в 2012 пока мы стоим на 111. Значит, если цена за 170 стоит, то это практически такая же цена, как в прошлом году. А вопрос совершенно не в этом. Вопрос в том, насколько страны-экспортеры загнали свои бюджетные расходы вверх под эту шикарную цену за эти годы. У арабских стран вот нижний потолок звучит хорошо, но экзотически. Нижний потолок цен примерно сейчас оказывается в районе $80-90 по трем причинам. Во-первых, это тот уровень, при котором, в общем, новые проекты дорогие, значит, проектов на $60 нет. 80-90 это офшоры и так далее. То есть компании не будут всерьез бурить при меньше $80-90. Это раз. Во-вторых, бюджеты арабских ключевых стран, прежде всего Саудовской Аравии, они где-то балансируются на ноль, то, что называется break-even point, где-то в районе $90. И поэтому нас, честно говоря, волнует долгосрочная цена. Колеблется, 107, 108, и что? Вопрос, сколько по году, так сказать, сколько бюджет получит, потому что у нас половина почти доходов бюджета вот от нефтяной ренты. Поэтому, строго говоря, мы игнорируем все эти колебания, предоставляем это любителям смаковать, так сказать, это все дело, поскольку это связано с финансовыми показателями. Есть серьезный интерес в этой области, но в долгосрочном плане сколько обрез. Поэтому главное применительно к бюджету – это то, что было в бюджетном послании сказано, что мы переходим от прогнозирования цены на нефть на будущий год в бюджетных расчетах к средней. Вот это публика, по-моему, не осознала масштаба революции. Это просто, вы знаете, вот что, говорится, не ожидал от президента это такой радикальности. Потому что средняя цена за эти 5 лет, включая 2012 год, получается 92,
а бюджет у нас балансирует в 2012 году при 115. Вот я с большим любопытством жду, как Министерство экономики, Минфин и правительство будут выполнять бюджетное послание под 92, когда пока 115. Вот это у журналистов впереди жаркое лето, осень, наблюдать, как одновременно сделать бюджет и при этом выполнить вот эту норму. Поэтому с точки зрения внутренних дел вот на ближайшие годы мы посмотрим вот этот, так сказать, практический конфликт между установкой и сложившейся практикой. За период последних 8 лет, с 2004 года, отношение максимальной цены к минимальной составило 320%. Вот такой диапазон за все эти годы. В этом году, по прошлому дню, вчерашнему, превышение максимальной над минимальной 25. Это минимальная величина за последние 8 лет. То есть волатильность, колебательность уменьшилась. Это я так для фактуры приведу. Теперь, что надо констатировать? Надо констатировать абсолютное раболепие мировой общественности перед колебанием мировой цены, что вызывает у нормального человека некоторое недоумение. Это раболепие проявилось и на последнем Петербургском форуме. Все говорят, вот если цена пойдет так, то будет это. Если она упадет, то будет иначе. Значит, такое отношение к мировой цене, как к некой божественно заданной субстанции или инстанции, представляется нам в начале 21 века недопустимым. Что-то надо делать. Что? Значит, можно ли прогнозировать мировую цену? В принципе, можно, если заняться этим профессионально. Попытки, которые предпринимаются за рубежом и у нас, мы не считаем достаточно системными и профессиональными в этом отношении. Ну, например, никто как следует не отслеживает, что же происходит конкретно в центрах ценообразования, а именно в Нью-Йорке и в Лондоне. Кто пытается понять конкретно, какой человек, какая компания движет цены сегодня? Если этого не знать и не пытаться узнать, то мы будем всегда пребывать вот в таком неведении и недопустимом, я бы сказал. Поэтому что мы предлагаем? Ввести систему настоящего, действенного, профессионального мониторинга цены. Эту систему можно ввести и со стороны России, что будет недостаточно, не совсем достаточно, и со стороны мирового сообщества. С точки зрения ближайшего года, той волатильности, которая рынку присуща, ключевые факторы – это прежде всего, по нашей оценке, по крайней мере, будет ли и в какие сроки их объемах введен третий раунд количественного смягчения ФРС США, поскольку от этого зависит, собственно, объем свободных денег, которые хлынут на рынке, на фондовые товарные. И второе, это, конечно, ситуация в еврозоне, собственно, удастся ли отложить или обеспечить управляемый характер дефолта Греции. Это очень важно для котировок фьючерсов на нефть, поскольку они являются одним из ключевых инструментов защиты от долларовой инфляции. И, соответственно, и то снижение цен на нефть, которое мы наблюдали в мае-июне, оно во многом было обеспечено укреплением доллара и, собственно, бегством относительных фьючерсов. Текущая тенденция, в основном, я здесь совершенно согласен с тем, что было сказано, обеспечена теми заявлениями Бернанке, которые сулит количественное смягчение, плюс, конечно, ситуация с Сирией. Хотя в целом иранский фактор на текущий момент уже отыгран. Рынком был еще зимой, весной, и какое-то серьезное влияние на цены может быть только в случае начала действительно полномасштабных военных действий. Иначе, в принципе, он уже не играет такой роли, как это было в 2011 году. Но, собственно, в 2011 году, если говорить после Оливии, то ключевой момент был именно в опасении, что события могут
затронут Саудовскую Аравию как ключевого, собственно, нефтедобывающей страны, а даже не столько с точки зрения падения добычи в самой Ливии. Поскольку Саудовская Аравия, очевидно, уже ситуация нормализована, и там в ближайшие годы не стоит ожидать каких-то потрясений, то эти брожения революционные на Ближнем Востоке уже такой роли не играют. Но с Ираном, опять же говорю, если только начнется серьезная война. Поэтому в целом все будет зависеть от действий, от, собственно, ситуации на финансовых рынках, сколько там будет денег, естественно, и какая будет ситуация с долларом США.